И первое, на что хочется обратить внимание сегодня, это общественное питание. На самом деле сфера общественного питания – вот это то, что в нашей стране очень развито, просто невероятно. Но мы принимаем это как данность и недооцениваем то, насколько у нас все круто в этом плане. И без преувеличения можно сказать, что в России самый развитый общепит. От булочных и кафе до невероятных каких-то ресторанов с дизайнерской едой. Или так называемых гастрономических рынков, где в одном месте представлено множество различных кухонь. Это, кстати, крутая идея делать вот такие пищевые рынки, да, с уличной едой, потому что у нас сложный климат, и уличная еда не может круглый год функционировать на улице. И поэтому сейчас у нас развиваются такие общественные пространства гастрономические, то есть это не просто ресторанный дворик где-то в торговом центре, а именно отдельное помещение, отдельное пространство под это заточено, то, где можно именно поесть. Летом можно сидеть на улице, понятно, ну а зимой можно располагаться внутри. И я не знаю, поправьте меня, если это не так, но, по-моему, вряд ли где-то в другой стране и в мире можно встретить такой ассортимент. У нас реально, без преувеличения, можно встретить еду любой кухни, любой страны мира. От традиционных русских котлет до каких-нибудь невероятных и, кстати, не всегда приятных экзотических моллюсков. Реально, посмотрите, что люди едят в мире. Например, в Японии. Бедные японцы. Это у них рис и какая-то полусырая рыба. И, знаете, я не думаю, что где-нибудь в Японии можно встретить ресторан грузинской или дагестанской кухни. А у нас полно. Как японской, так и китайской, так и грузинской и всевозможных других кухонь на любой вкус. В Корее, например, люди едят какую-нибудь лапшу острую, в основном. А в ресторанах, это же просто невозможно видеть, какие-то сырые морепродукты едят. Вот вы бы готовы были пойти в ресторан, чтобы поесть к примеру, это? Такие блюда, от которых может просто стошнить, потому что, это просто разновидности какой-то различной морской слизи или какие-то порезанные живые осьминоги. Еще видел видео, где девушка ест какого-то осьминога живьем, и он, из него вылетают черви. Господи, это просто выглядит отвратительно все. В Америке, например, фастфуда много, в Индии веганские какие-то блюда, и тоже ничего нормального поесть нельзя. Да, даже Макдональдсы у них заточены под специфику местной кухни. А у нас можно встретить абсолютно все, на любой вкус, на любой бюджет. И когда, кстати, в какой-нибудь передаче про путешествия, ведущий где-нибудь в Сингапуре ест в мишленовском ресторане суп том-ям за какой-то конский ценник, то я этого не понимаю, потому что в России на любом фудкорте вам подадут точно такой же том-ям, а может быть еще и лучше. Поэтому, если хотите попробовать любую кухню мира, не надо мотаться по странам. Достаточно просто приехать в Россию и попробовать все и сразу в одном месте. Разнообразие общепита и невероятное изобилие всевозможных закусочных, ресторанов, рынков, булочных и кафе – это просто такая отдельная история, которая сегодня получила какое-то невероятное развитие, и это хорошо.